ask you, did a lot of people held hostage here in the basements of the flat? Я вот не знаю, насколько они здесь квартируются, я правильно понял? Да, вопрос был об использовании жилых помещений. Вещи вот до победного вывоза, понимаете? Люди, когда дома горели, спасли что смогли, чтобы просто не на голой земле спать. Были матрасы, были одеяла. И вот это отсюда с пожара. Мы тянули не телевизоры, не диваны, мы тянули одеяло, просто чтобы не на голой земле спать. У нас все началось уже к концу зимы. А здесь там в середине, в начале, понимаете, здесь просто дубак, невозможно было жить, невозможно было спать, не на чем было спать. И вот это все, когда загорелось окончательно, просто звездец. And a very important question for the West, because we hear all the time in the media that the Russians bombed Severodonetsk. Is that true, or is it the Ukrainians that did? Who did it? Бомбили нас украинцы, я вам честно скажу. Я просто вот это слушаю, ну смешно. Но если бы нас русские бомбили, почему у нас с украинской стороны дырка? Ну как это она так летит по ветру? Ну она ж, блин, не фанера, это бомба, ракета, господи, я не знаю. У нас прям стояли БТРы, между домами стояли, ПМПшки стояли во дворах, украинцы ходили неадекватные. Ну, я не знаю. Самый запоминающийся случай. Нас бомбили, именно регион, отстреливали вояк украинских, хорошо их так прижали к нам. С 10 вечера до 4 утра. Иногда с 8 вечера до 4 утра. Когда люди все спускаются в убежище, когда гражданские в убежище, а захисники наши лупили постоянно. So, of course, it was Ukraine, because it's impossible if projectile flies from the Ukrainian side, not from the Russian one. Yes. So the people have to protect themselves, Yes, okay. not to support the national troops. Okay. And the last question, are the people really, are they feeling relieved that the Russians came and, kicked the Ukrainians out, you can say? Or... Кто-то да, кто-то с облегчением, но по большей части люди боятся, очень боятся, что все это повторится. Okay. Thank you very much. Я просто, I'm a journalist from the Netherlands, from Holland. Журналист из Нидерландов. And I would like... Спасибо. And I would like to ask you what happened here, that you experienced here when you're in the basement, what exactly happened? Хотел бы спросить, что здесь произошло, что вы пережили, что происходило в жилых помещениях, в подвалах. Что происходило, что мы здесь пережили? Пережили войну, называется, в полном смысле слова. Вот. Стреляли по жилым домам. Мы находились в подвалах, мы находились кто где, кто в бомбоубежище. Естественно, когда вот это все горело, здесь уже люди поуходили, кого поубивало, кого это. Жертв, конечно, было предостаточно. Предостаточно. There were a lot of victims. People had to hide, to shelter in the basements or to run. После того, как началось, многие, конечно, поуезжали, эвакуировались. Но и много осталось людей здесь. Здесь предостаточно осталось людей. To her honest opinion, who she thinks did this to... Ваше мнение, кто осуществляет эти атаки, обстрелы? Вот это осуществлял кто? Да, кто обстреливает? Украинцы или русские? Мнения разные просто на Западе. Ну, на Западе, я не знаю, как. Нет, ваше. Я просто хочу мое мнение. Именно я могу сказать за свой район. За то, где. Я там уверена, что наш район сожгли украинцы. Просто уверена. Okay. At least for this district. For this district. Yes, this district. And what is her opinion also? Because in Western countries, I don't know if she knows, we all the time hear, especially about Severodonetsk, that it's bombed by the Russians, and that the Russians are the aggressor. Вот на Западе просто часто озвучивается мнение, что агрессором является Россия, что это Россия эти обстрелы, собственно, запускает. Что на это скажете? Я еще раз говорю, за этот район я не могу. Я здесь не была, когда наступление шло. Вот. А я жила там в старом районе, ближе к химкомбинату. Ага. Понятно, там сожгли украинцы. Теперь поняли. Well, she isn't a local resident. She lives
further to the plant. Okay. To Kharkiv. And as for that district, she can surely say that Yes. it was attacked by Ukrainians, By Ukraine. without saying about other districts. Okay. Well, if honestly. Oh yeah, that's what we want, an honest opinion in the West. But what does she think? Does she know that in the West it's always the Russians who are to blame? And they don't know or they forget to mention that it's already a war since 2014? Ну, вот опять же, на Западе говорят, что с 2014 года фактически идет война. И агрессором является Россия. Вот здесь эта информация как-то распространяется? Ну, конечно, распространялось, это естественно, само собой распространяется. Здесь многие уверены, что это Россия агрессор и так далее, и тому подобное. Ну, знаете, я как, в политику не лезу, потому как это очень сложная вещь. Поэтому я не могу ничего сказать, я хочу мирно жить, понимаете? Больше ничего. Of course, this information was spread here Okay. before, and there are people who are sure that these attacks have been launched by Russia. Okay. But Yes. this person just wants the peace, Yes, just to of live course. peacefully, because people are tired from the war. Yeah, of course. I don't know. And is the majority, are they relieved? Are they finding it good that Russians came to? А вот как насчет того, что Россия пришла сюда? Вот что думает основная часть, большинство населения? Как там тут относится к этому? Ну, вы знаете, я же говорю, за 8 лет пропаганды было очень много. Это само собой разумеется. У нас двоякое такое отношение к этому делу. Многие по-всякому. There is double opinion because Okay. there has been a lot of propaganda during 8 years Yeah. of these circumstances. Yeah, Yes, okay. so some people are happy that Russia came, some people are Okay, not. okay. Are not sure just about it. Okay. I have a question. Okay, well, thank you. All the best to you. Thank you very much. Spasiba. Wait, hold Spasiba. on.